Здравствуйте, мои дорогие любимые скорпионы, мои дорогие друзья. Второй прогноз. Знаки судьбы. События до конца января 2026 года. Давайте узнаем, что же там по судьбе, как меняется ваша реальность. С чем или с кем, мне кажется, это больше подходит для вас, судя даже по планетарным транзитам. Для вас доброе время наступает, мои дорогие. Так вот, с чем это или с кем будет связано? Давайте узнаем. И что же там случится, что произойдет, что будет скоро меняться в вашей жизни, или вы сами будете менять. Вот тут сами как раз вполне вероятно, как вы что-то инициируете, подводите какие-то итоги. Может быть, у кого-то прежний период длительного какого-то застоя, самоанализа, который больше на самокопание походил. Вот вы понимаете, зачем это все нужно? Словом. Куда вас заведет судьба? Давайте узнаем, что важно знать, что важно услышать. И придется вам, скорее всего, мои дорогие, принимать важные решения, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. А мне хочется сказать, период, когда мы вступаем, вот как и ноябрь, это время вашей силы, однозначно, но он для вас складывает какую-то красивую траекторию и на 2026 год. И пусть у нас, почему я такой срок взяла, да, до конца января, это связано с ретро-ураном. Где-то мы можем открутить немножко киноленту нашей судьбы назад, год назад, и кульминация это ноябрь-декабрь 24 январь 2025. Тогда тоже был ретро-уран в знаке Тельца. И в ноябре у нас как раз происходит из знака Близнецы возвращается в Телец, заключительный аккорд. Это все вопросы, которые связаны с благополучием, и тут все вместе. И семья, и любовь, и работа, и откуда к нам приходят деньги. Все то, что говорит о стабильности. Телец все-таки, да? И вот какая-то парадигма у вас будет выстраиваться так вот постепенно до конца апреля, если мы говорим вообще о Буране в Тельце, последний, да, визит. Но до конца января, если быть конкретной, до 4 февраля, это ретро-движение, а потом уже с февраля до конца апреля это прямое движение. Это уже, знаете, как мы выруливаем на обгон. А вот с чем-то мы разбираемся еще до конца января. Но для вас, даже несмотря на то, что 26-й год, год огненной лошади, вот как раз там где-то в феврале и происходит перезагрузка, мои дорогие. И мне даже сложно вообразить, что это нас может ждать в год огненной лошади. Правда, еще прогнозы даже не делала. Откровенно говоря, не знаю, как к этому подступиться, потому что огненная лошадь – это когда вот так вот все переворачивается. Но для вас это время вашей силы, когда, вы знаете, сбываются ваши мечты. И я должна сказать, тут планетарные транзиты именно для вас складывают какую-то красивую траекторию, причем на длительный период. Сразу много таких аспектов, когда, знаете, может быть, вы и предыдущий какой-то период, когда, правда, был застой, или вы что-то не могли совершить, вы могли думать, ну, вообще, вот эта грустная сага, она когда-нибудь закончится или нет? Да, правда, это все заканчивается. И постепенно, шаг за шагом, вы как ощущаете свою силу. И если прежде кому-то удавалось, а вы люди сильные, мои дорогие, кому-то удавалось вас втянуть в те дела, вопросы, куда вам, собственно-то, и не нужно было, а из-за этого у вас потом и происходили какие-то ненужные события, то вот вы легко будете отказываться от этого наносного или то, что интересно кому-то. И поэтому счастье. Может быть, прежде вы думали, да ну, счастье это про кого-то другого. А тут счастье, возможно, вот оно в моих руках. Вот что-то такое на последующие годы. Много сказала, но хотела сказать вам что-то хорошее, правда. Я вас люблю. Тем не менее, что ж там нам предстоит предпринимать, чтобы жизнь пошла с правильной ноги? Что вы вычеркнули, раз у нас ретро? Ура! Что вы вычеркнули из жизни, а оно к вам возвращается. В чем вы поставили точку, а продолжение следует. Что прояснится, ну ладно, 2 карты, или какая правда откроется. 3 знака судьбы. И первое, куда заведет судьба или основные энергии этого периода. Что вам хотят сказать, передать высшие силы, что нужно услышать, принять во внимание. Это второй знак судьбы. И третий знак судьбы, какие возможности перед вами открываются. Итак, что ж вы там могли вычеркнуть? Вот это да.
А вы знаете, тут у кого-то из вас, ну, правда, целая метаморфоза жизни. Вы могли, к примеру, шестерка мечей. И это карта прогресса, заслуженного успеха. Но это первый шаг. Да, здесь где-то мужество, но именно мужество первого шага. Отплыть от безжизненного берега. Это, наверное, все то, что я только что сказала, карта подтверждает. У кого-то могла быть такая перезагрузка, когда вы, допустим, оказались в какой-то местности, или вы куда-то поехали. Может быть, и это именно тянется из прошлого. Может быть, недавнего совсем прошлого, плюс-минус. И для вас произошла вот эта самая перезагрузка, когда вы понимаете, да мне вообще другого вкуса свободы хочется. Когда вы куда-то прежде не собирались, а тут вы соберетесь. У кого-то из вас эта карта будет говорить, вы меняете род деятельности, вид деятельности. И, может быть, прежде вы об этом только мечтали, еще год назад. Открутите назад. Может быть, вы уже какие-то шаги первые предприняли. То вот теперь вы будете видеть, благодарить себя, как я вовремя сориентировалась или сориентировался. Эта карта будет открывать, что для вас, в принципе, возможно все. Главное вот именно позволить себе, может быть, и ошибаться, но идти дальше. Позволить себя попробовать в новом деле. Попробовать, может быть, новые отношения, мои дорогие. Быть счастливым. Ну, правда, тут успех, он придет. Но это какая-то траектория, которая будет продолжаться. И это все то, что я говорила до карт. Успех будет. Но, видимо, какой-то стабилизирующий или стабилизационный период, если можно так выразиться, вам придется пройти до конца января. Нет, ничего невозможного. Перестраивать свою жизнь придется. Потому что именно прошлое, как будто мы оставляем за спиной. Там, ну, если и есть что-то, что нам дорого, наши люди нас догонят, они останутся с нами. Но пришло время вашей силы, и как будто нужно идти дальше. И впереди перед вами новые перспективы. Да, это еще где-то на уровне ориентиров, мои дорогие, на уровне вашей интуиции. Слушайте свою интуицию, потому что год огненной лошади, немножко вернусь, он нам может во внешних событиях давать такую путаницу, но именно ваша чуйка, она вас проведет нужным фарватером, нужным путем. Давайте откроем вторую карту. В чем вы поставили точку, а оно вернется. Но, видимо, знаете, есть еще какие-то события, когда вам нужно все точки над «и» расставить. Может быть, заключить документы или получить какой-то документ. То, что именно из прошлого. Тут прошлое уже закончилось. Но, может быть, у кого-то это выражается в документах или как последний шаг. Давайте я достану еще одну карту. С чем это связано? Да тут как будто вы уже совсем разобрались. Как будто вы закрыли уже даже в прошлое дверь. И выбрали для себя направление. Причем то направление, которое для вас неожиданно. Вот все то, что я сказала. Может быть, это вы куда-то не собирались переезжать, а теперь вы соберетесь. Может быть, прежде вы только мечтали о новом виде деятельности или о новой работе, а теперь вы точно в этом направлении будете двигаться. Тут что-то, я бы сказала, стабилизируется, но это еще момент перехода. Это как первый шаг, отплыть от безжизненной пустыни и вера в собственные силы. Кстати, по рыцарю мечей, что из прошлого может вернуться, какая-то тема все-таки может вернуться. Но это не то, что вам придется это переделывать, а наоборот вам от этого оттолкнуться захочется или сменить направление. Может быть, это будет связано с человеком, но я тут больше должна признаться, я не вижу тут ничего прошлого, потому что тут работа мысли, интеллекта и какая-то ваша перезагрузка уже в будущем. А в прошлое вы уже закрыли как будто дверь. Вот так вот. Давайте мы посмотрим, что же там прояснится, какая правда откроется. Что была какая-то башня. И зачем она была вам нужна? Двойка мечей. Это тот выбор, который вы когда-то, может быть, сделали. Или вот та ваша задумка, когда вы могли только мечтать, то, что я говорила, да, вот это счастье, оно какое-то такое зыбкое, непонятное, оно у кого-то может быть, а у меня все время не везет. Вот был какой-то период, когда у вас, может быть, буквально были какие-то разрушения, или когда вы вынуждены находиться в каких-то рамках, условностях, ведь по аркану башни у нас проходит еще как система, мироуклад, миропорядок, ну или порядок буквально той местности,
законы той местности, в которых вы находитесь. И словно рыпнуться мы не могли ни вправо, ни влево. Нам приходилось быть в этих условиях. Но Аркан Башня, да, это карта трансформации. И это все то, что я сказала. Но есть еще и такое значение, когда башня, если мы говорим о первых колодах Таро, это прообраз тюрьмы. Это где мы находились в заточении. Мы вынуждены были адаптироваться вот к тому, что было в прошлом. И мы даже за этот период успели к этому привыкнуть. Вот вы теперь будете как привыкать обратно, мои дорогие, правда? И вот еще какой-то выбор вам, видимо, придется делать. Я бы сказала, окончательно точки надо расставлять. Но то, что новое направление, рыцарь меча – это новое направление. Когда мы знаем, знаете, можем даже, если здесь надо решиться, как будто, да, вот мужество первого шага, а здесь, когда мы точно, вот прям, может быть, ваша чуйка, вы знаете, вот именно этот момент мне или это направление и нужно продвигать, самому двигаться, или вот именно что-то, то, что на уровне ваших ощущений, на уровне вашей интуиции, мне это нужно продолжать. Но где-то карта скорости. Не отложить что-то на потом. То, что вам придется, может быть, в период с ноября по январь 26-го быстро себя сориентировать на что-то. Тут, знаете, возможности всегда приходят неожиданно, а иногда приходят через кризис. Вот здесь какая-то возможность, которая к вам пришла через кризис. И я не могу сказать, что этот кризис сейчас. Нет, это все прошлое. Вот у вас в прошлом был какой-то кризис, который вас поставил перед этим выбором. Хорошо? И что будет продолжено, что прояснится. Ну вот еще раз нам говорят, да мало того, что сложный выбор, это когда вы не могли ничего сделать. Очень символично Марс в Скорпионе. Это когда было желание, а ресурсов, инструментов в руках не было. Кроме желания не было ничего. Но это, наверное, как в душе все кричало и рвалось, а по факту сделать мы ничего не могли. Может быть, это было связано с конкретной персоной. Я такое вполне могу допустить по королеве жезлов. Может быть, это была какая-то любовь для вас, сложная, мои дорогие, которая строилась на влечении к человеку очень сильно. И мы словно как рабы были собственных инстинктов. Ну, пусть это не для всех, но для кого-то это может проиграться. И это, знаете, как быть в этих путах, как по 15-му аркану дьявол. Невозможно от этого отделаться. А вот здесь теперь вас это где-то перестроило, но и научило, ну, как иметь холодную голову или вовремя себя останавливать, когда чувствую, что попадаюсь на какую-то удочку. Вот вполне вероятно, у кого-то подобная история может проиграться по части работы. Потому что, да, была заинтересованность, а вот теперь нет, тут я как будто по своей программе хочу жить. Какой-то период одиночества. Вот у кого-то, правда, была именно история любви сложная. И пусть она даже завершилась, а вы какое-то время были словно отшельник, продолжали в этих отношениях. И пусть другой-то человек уже построил даже какую-то новую личную жизнь с новым партнером, или как-то там у него видоизменилось, а вы все равно еще где-то жили вот теми мечтами или теми надеждами, что вот-вот кто-то вернется. И для вас, может быть, и правда, может быть, это были вообще какие-то другие события. Все-таки меня смотрят люди из разных стран, для кого-то конкретно башня, потому что это были. Ведь любой старший аркан говорит о том, что мы оказались во власти событий либо непреодолимой силы, либо во власти событий, которые инициировали другие люди. И нам ничего другого не оставалось, как принять новые условия игры. А что теперь? Точка. Выход из лабиринта. Ладно, давайте будем дальше узнавать. И первый знак судьбы. Куда вас заведет судьба? Ух ты! Вот как интересно. Вообще эта карта «Будь готов, Скорпион, к неожиданностям». И кто знает, может быть, еще у вас с ноября, мои дорогие, вплоть до конца января. Ну, какие-то неожиданности, они все-таки могут быть. Но тут, знаете, мы быстро как концентрируемся. И, может быть, даже если обстановка нас вынуждает или
побудительные какие-то мотивы к импульсу у нас тоже есть. Потому что импульс есть какая-то цель, вот куда заведет судьба. Я могу сказать однозначно, что явно у вас какая-то цель, мои дорогие. И ведь любые рыцари – это деятели, или это уже сама по себе деятельность. И рыцарь жезлов нам предлагает привести свои планы в действие. Это то, когда мы себе говорим «пора», чтобы наша мечта стала реальностью. Но есть еще те события, которые надо додумать. Ух ты! Знаете, вот смотрите, у нас с вами сегодня колода Таро снов Чиро Маркетти. И ни в одной колоде нет дворец жезлов. А вот здесь Чиро прорисовал 4 карты. Это дворец. Это то место, где мы сейчас с вами находимся. Вот вы сейчас о своем продвижении. Очень теплая, добрая карта. И продвижение имеется в виду. У кого-то карьерная лестница, у кого-то, в принципе, не карьера, а количество финансов. Ведь деньги – один из способов взаимодействия с миром и одновременно возможности к свободе. И поэтому у кого-то побудительный мотив, чем больше финансов, но не деньги ради денег, а для того, чтобы больше свободы. И может быть у кого-то работать не ходить на работу, да, каждый день, а сменить этот график, работать из любой точки мира, опять же, иметь возможность путешествовать, быть вообще, в принципе, свободным от какой-то догмы, чтобы это мой дворец мечты был построен. Это какая-то вершина для вас складывается, куда заведет судьба. Она вот вас к какой-то вершине ведет. Все то, что я говорила до карт. Вот эти две карты, вот эти два аркана. Дворец жезлов – это выше даже старших арканов. Это, да, дорога судьбы сама по себе, но это дорога ваших достижений, мои дорогие. Это то, когда мы наше творчество можем или хобби переложить на монетизацию, например, да, когда мы сосредоточены и на своем движении, и на какой-то цели, и мы этого добиваемся. Движение, в принципе, вперед и вверх, как будто подъем. И очень интересно, обратите внимание, надеюсь, это видно. Две маленькие бабочки. Можем сказать, что это как эффект бабочки, но это будет свидетельствовать о том, что я говорила по предыдущей карте. Тут даже 3 бабочки. Так это когда наши мечты становятся реальностью. Но есть еще то, что мы должны стабилизировать в дне сегодняшнем, то, что в реальном мире, потому что мы должны как будто от чего-то оттолкнуться, прежде чем начнем восхождение. Может и пройти дорогой судьбы, не пытаться плыть против течения, хотя вы уже что-то завершили, это точно. Для вас это путь вперед и путь наверх. Второй знак судьбы, что нужно услышать. Вокруг вас еще будут какие-то, как и метаморфозы, так и люди, которые вас к чему-то призывают. Вам хотят сказать высшие силы, Скорпион, чтобы не попасться на какую-то удочку, постоянно все перепроверяй. Вы будете слышать много информации. Вам будут выдавать эту информацию как за что-то достоверное. А на самом деле перепроверить. Вам будут встречаться те люди, которые выглядят как люди надежные, но на самом деле они вам утром дали обещание, а к вечеру о вас могут забыть. И мы людей не можем изменить. И поэтому по этому поводу не стоит сокрушаться. Просто вам, может быть, еще и предстоит где-то отстроить свое благополучие и новых людей в свою жизнь впустить. Но пока вы профильтруете и выберете из какого-то количества людей, а у нас время строить правильные социальные связи, пока вы с кем-то определитесь. Поверьте, эта фильтрация будет у вас проходить достаточно долго. Опыт. Сын ошибок трудных. Давайте еще одну карту. Это такой экзамен жизни. Экзамен на сосредоточенность, выдержку, мужество и слушать себя, свою интуицию. Мы в течение даже 2026 года, опять повторюсь, год огненной лошади, да и, наверное, до конца еще 25-го, многое то, что мы будем слышать, видеть, оно, как говорится, на голову не налазит или ни в какие ворота не лезет. То есть не поддается ни анализу, ни логике, ни здравого смыслу. А вот ваша чуйка, мои дорогие, она вам будет давать правильные подсказки. В этом ваш
приоритет. Потому что по тройке монет любая тройка – карта будущего. Тройка монет нам говорят, будь спонтанен, будь легок на подъем. Будь по этой карте, как будто мы экзамен, да, это карта экзамена. Я допускаю, что как знак судьбы, да, или что хотят сказать высшие силы, продолжаю учиться. Да, есть такой момент. Может быть, это вам необходимо приобретать будет даже новые какие-то сертификаты, документы, подтверждать свой профессионализм. Кстати, к этому будьте готовы. И, может быть, это нужно будет проделать очень быстро. Не обязательно это будет как университет еще один. А нет, это вот, может быть, и курсы, может быть, это то, что в онлайн-режиме. Но потом явно какой-то документ вы получаете, или знания, или навыки, скиллы, ресурсы. И в последующем, вот для вас все важно. Все, что идет с позиции нового опыта, вы потом переложите на материальную основу и скажете себе спасибо и останетесь довольны. Какие возможности открываются? Но явно есть какой-то человек, мои дорогие, с кем у вас будет это уже по части личной жизни. Кто вас любит, кому вы можете доверять. И я тут вижу, что может быть перевод отношений на новый уровень. Солнце в вашем знаке, мои дорогие. Левый верхний угол и правый верхний угол, извините. И это, конечно, карта доверия. И, кстати, дети изображены. Только в детстве мы свободны, знаете, как от меркантильности. Мы не оцениваем людей по статусу, по их возможностям. И, ну, наверное, если будем оценивать по статусу, по возможностям, то это, скорее всего, именно деловая сфера, да? Или наша заинтересованность. А личное, оно строится на доверии, взаимопонимании без слов и надежных людях. Вот я тут вижу, тут какая-то личная история будет продолжаться в новом ключе. Какие возможности? Вот очень интересно, какая-то перезагрузка. Может быть, что-то идет к пересмотру отношений. Но знаете, вот не торопитесь. Не случайно, наверное, Чиро Маркетти прорисовала, кстати, в левом верхнем углу у нас знак Урана. И сам по себе шут едва ли не старше, чем знак мага. Почему? Потому что умело балансирует наш шут. Более того, мечты могут быть реальностью, но для этого прорисовал Чиро Маркетти, что нам предстоит действовать. Обратите внимание, есть костюм, есть глаза, которые смотрят на нас сквозь маску, мои дорогие, а лица самого по себе не видно. Поэтому ваша чуйка, ваша интуиция. И вовремя уходить от тех сложных тем, может быть, и придется, с учетом, кстати, пятерки жезлов. Сдавать полшага назад. Будьте к этому готовы, потому что как раз возможности вскрываются в тени. У вас будет достаточно сил, именно сил физических. Вы будете чувствовать свою силу, но это для того, чтобы произошла какая-то перезагрузка. И пусть вы ее чувствуете внутренне, но, может быть, и как во мире внешнем какая-то игра будет продолжена. И эта игра будет инициирована, повторюсь, не вами. Но для вас быть, видимо, вот этим серым кардиналом совершенно необходимо, потому что вот эти возможности в тени, которые скрываются, вы ну, вот как ошибку не должны с чем-то, может быть, совершить. И наша осторожность ваша, мои дорогие, вас буквально бережет. Но это правда перезагрузка. Может быть, и баланс придется держать. У кого-то это может быть пересмотр отношений, если мы просто смотрим. У кого-то такая любовь, которая, ну, прямо вам как по судьбе. Иногда аркан справедливости – это карта кармы, вполне вероятно. У кого-то это оформление, может быть, даже отношений. Давайте мы еще узнаем, а какие возможности открываются. Ну, уже пошли сплошные старшие арканы. Да, конечно, не сглупить, безусловно. Все-таки нулевой аркан. Как мы выдержим вот этот баланс? И вот вам повторяется, да? Держи баланс, Скорпион. Ну, вообще, карта Император. Новый статус, мои дорогие. Новые возможности. Это как власть. Это как построить карьеру. Это сама по себе карта говорит еще и о том, что мы, как видим уже, пусть даже где-то в ноябре, определенные свои желания, но не просто вот желания сами по себе. Дело в том, что знак Овна
соответствует. Ну и где-то Овен, это планета-управитель Марс, это вы можете прочувствовать как раз такие энергии наиболее остро. А в правом верхнем углу у нас выпадает буква иврита «хе», это обозначает «окно». Имеется в виду, и Чиро прописал в Маркетти, что представьте, вы видите свое желание как через окно. А окно – это как рама, это какие-то рамки горизонтальные, вертикальные, то есть это не просто желание, да, и вот как по шуту он видит это пространство. Нет, по императору есть понимание, что я-то сейчас должен действовать в определенных рамках. Может быть, в рамках закона и не нарушать закон. Может быть, от этого будет более стабильнее и понятнее моя жизнь. Может быть, эти те рамки, я часто говорю по аркану император, есть две составляющие. Это люди, на которых мы не можем повлиять или изменить их мнение. И второе – это внешние события. Но если мы будем готовы корректировать планы, то у нас все получится, потому что время вашей силы буквально на пороге. Но поскольку у вас столько старших арканов, примите во внимание, что вот этот путь наверх, путь к счастью, к изобилию, к процветанию, к возможностям, он все равно будет проходить, ну, вот какой-то такой меняющейся траектории, когда вам именно коррекция будет помогать. Но это лишь усиливает ваши возможности и ваш потенциал. Время быть счастливым. Но я могу точно сказать, что вот эта десятка мечей, если чаще, да, в чем вы поставили точку, тут действительно вы в чем-то поставили точку. А если какие-то отголоски приходят, то вы себя сейчас можете поблагодарить, что выдержали какой-то сложный период. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы, это правда. Я вас люблю и благодарю вас за ваши искренние, добрые, душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.